Приветствую, друзья! Компания Terrain продолжает следовать трендам и в этот раз представила гибридную 5-драйверную модель, где 10-мм динамик, по заверениям производителя, имеет дорогостоящее бериллиевое покрытие и отвечает исключительно за низкие частоты. Верха же и середина отданы на откуп двум парам арматурных излучателей: среднечастотным 560 и классическим уже твиттером 395. Причем в линейке Terrain, в отличие от конкурентов, это прямо сверхдоступное решение. Вот с ними сегодня и будем разбираться. Собственно, поехали. Пришли наушники в небольшой такой картонной коробке с изображением героев обзора и схематичным рисунком их внутреннего устройства, из которого мы узнаем о наличии 10-мм покрытого бериллием динамика и двух пар арматурных излучателей. При этом общая чувствительность модели составляет 120 дБ, а импеданс 22 Ома. В комплект нам положили инструкцию, гарантийный талон, одну пару пенок и два набора силиконовых амбушюр разного цвета и плотности. Диаметр сердечника у них примерно одинаковый. Кабель тут, как для своей цены, очень неплохой, тонкий, плетеный, с заушенной без термоусадки и прямым сменным штекером. То есть установить на него можно как уже классический джек 3,5 мм, так и балансный 2,5 и 4,4 мм пентакон. Причем все эти варианты идут вместе с наушниками. Ну а аппаратура показала сопротивление каждой из его жил равным 0,256 Ом, что в пределах нормы. Сами чашечки полностью выполнены из металла с одним компенсационным отверстием для 10-мм динамического драйвера, средним по габаритам звуковода и вентиляционной решеткой снизу. На звуководе, естественно, присутствует выступ для фиксации амбушюр и защитная перфорированная пластина. Внутри, помимо уже упомянутого нами динамика, находятся спаренные излучатели 560 и 395, тем самым разделив диапазон на три составные части. С внешней же части расположился логотип производителя и некоторое количество концентрических окружностей. Выглядит это достойно, сидят наушники хорошо, да и звукоизоляция здесь в норме, несмотря на наличие того самого вентиляционного отверстия. Вот так вот это, друзья, и выглядит. По измерениям тут чуть более длинный относительно стандарта импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,6%, что прямо-таки очень круто. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 76 и 96 миллисекундам с небольшими возмущениями в нижней половине спектра. Сколь-либо существенной разницы между амбушюрами я лично не вижу. При этом АЧХ имеет подъем низких частот на 9 дБ с плавным заходом на середину. Аналогичная амплитуда выделения области разборчивости с пиком на 2 кГц. Еще один пик на 3,8 кГц. Стандартное уже выделение 8 кГц для усиления резкости звучания. Причем данный пик, как можно заметить, является самой высокой точкой на графике, а значит придаст легкую такую яркость звучанию. С заводским графиком мой совпадает с точностью до глубины посадки наушников в измерительный стенд. Если их поглубже затолкнуть, то акцент на 8 кГц действительно уйдет. По подаче мы имеем нейтральный, даже немного пресный звук с хорошим таким подчеркиванием низких частот, приятной слуху массой на нижней середине и местами звонкие высокие частоты. Бас заходит достаточно глубоко, он грубый, в меру разборчивый и слегка вязкий, чем значительно отличается от полностью арматурной верхней середины и непосредственно высоких частот. Это, конечно, не бросается в глаза, но звук здесь не совсем однородный. За нижнюю часть середины, судя по всему, тоже отвечает 10-мм динамический излучатель, оттого мы и имеем естественный для тембров вес. А вот за более высокие частоты уже в ответе арматурная пара 560, что дает приличную прорисовку и прекрасные атаки из затухания. Высокочастотная же пара 595, на мой слух, чересчур уж подсвечена. Впрочем, это добавляет резкости и драйва, подчеркивает динамику, а также позволяет наслаждаться различными затуханиями перкуссии, например, струнных инструментов. Суммарно звук кажется неплохо сбалансированным. С одной стороны,
стороны есть жирок от динамика, а с другой шикарный уровень прорисовки, достойная выразительность и немного яркости на самых верхах. На слух ST5, естественно, топы не рвут, но как для своих 4000 рублей это просто сногсшибательно. В сравнении с действительно флагманскими ZKL Fusion или Kinera Hodor у героев обзора, конечно, все слишком нейтрально и просто, нет, так сказать, своего характера. Но там разница в цене, по-моему, в 8 раз, так что не будем придираться. Ну а в плюс ТРН говорит хотя бы то, что там вообще было что сравнивать. Куда ближе ST5 находится к новеньким LED Shower D13, причем в отличие от последних, у героев обзора куда лучше ощущается масса и столь же внушительное разрешение. Достоинство D13 отнесу небольшое аналоговое смягчение и отсутствие того самого акцента на верхах. То есть при разнице в цене более чем в 2 раза они вполне себе конкуренты. Ну а KZ AS16 Pro даже не близко, хотя именно с ними на самом деле они должны были соперничать. ТРН звучат намного натуральнее, четче и в правильном смысле музыкальнее KZ. По стилистике наушникам прекрасно дается как вокально ориентированная лирическая музыка, так и довольно агрессивный металл с поправкой на особенности высоких частот. При этом мы имеем просто шикарное рычание ритм-гитар, предельно глубокий бас и выразительный, отлично прорисованный вокал. Для своего сегмента тут просто гениально звучит джаз, разнообразная электронная или этническая музыка, а также соул, блюз или что-то даже академическое. Оркестр модель хотя и способна передать с точки зрения ширины сцены и тембральной разборчивости инструментов, однако пространства в глубину здесь явно недостаточно. Впрочем, за 4000 это как бы, наверное, слишком жирно. И так в своем сегменте конкурентов у ST5, ну, считай, что и нет. Насадок нам хотя и отсыпали от души, но черные слишком уж акцентируют бас, поджимая высокие частоты, а белые, наоборот, добавляют воздуха и подчеркивают верха. В общем, по факту я использовал модель с популярными среди меломанов амбушюрами KBR 07, оставив все предложенное нам многообразие пылиться в коробке. И, как говорится, правильно сделал. Комплектные просто не способны раскрыть весь потенциал данных наушников. Из источников им прекрасно подойдет практически любой современный ЦАП или плеер из среднего ценового сегмента. Я гонял их на мобильных Duno DTC500 и Shanlink UA3, а также стационарной связкой из ЦАПа SMS LDO100 с усилителями HO100 и HO200. Последнего для них было, скажем, прямо многовато, а вот уровень мобильных ЦАПов в самый раз. В плане окраса я бы подбирал к ST5 что-то мелодичное, теплое и слегка притемненное, но это уж совсем вкусовщина. Меня же в наушниках больше всего поразило просто идеальное сочетание глубины и насыщенности с чуть ли не эталонным уровнем прорисовки. Настолько эффектно звучащих наушников за 4000 рублей я лично еще не встречал. Низкие частоты уходят так глубоко, что позволяют ощутить вибрации. У середины хватает не только разрешения, но и веса, ну и как не отметить любимый многими натуральный характер звучания. Я лично больше предпочитаю аналоговую теплоту, но для чего-то, например, электрического или несложной академической музыки тоже с удовольствием использую нейтрально окрашенные наушники. Как я уже сказал, друзья, не убийцы топов, но решением в 2 раза дороже вполне способны составить довольно-таки сильную конкуренцию. Меня, друзья, их звук зацепил. Итогом гибридные пятидрайверные наушники ТРН ST5 неплохо выглядят, хорошо сидят, кабель нам в кои-то веки положили нормальный, со штекерами на все случаи жизни. И, на мой взгляд, посредственный набор насадок. Вот их я бы однозначно рекомендовал заменить. По подаче же это нейтральный, местами пресный окрас с глубоким жирненьким басом, отлично переданной ритм-секцией и просто восхитительной прорисовкой нюансов. В минусы могу отнести только чересчур уж подсвеченные высокие частоты, но это вопрос больше вкусовой. Я, например, нормально отношусь к яркости. В остальном же очень драйвовый, техничный, при этом довольно-таки эффектный звук. Прямо зачетные наушники, никак не ожидал подобного качества в столь низком ценовом сегменте. Однозначно могу рекомендовать, причем почти для всех стилей и источников. Обязательно к ним присмотритесь. Это вот реально убийцы всяких ZAX, VX, V90 и прочих старых хитов. А на этом у меня все. Это были гибридные наушники ST5 от ТРН. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Там много всего интересного. Собственно, пока.